Добрый день, уважаемые слушатели моего астрологического канала. Сегодняшняя тема видео – ретро-уран в Тельце с 29 августа 2023 года по 27 января 2024 года. Что узнаем в этом видео? Во-первых, особенности ретрофазы урана, как она протекает, на что влияет. Второе, на что обратить внимание и чем потенциально можем воспользоваться на этой ретрофазе урана. Третье. Для кого особенно заметна будет данная ретрофаза урана. Итак, первая остановка урана будет протекать 29 августа 2023 года. Она уже произошла. Происходила она в 23 градусе 4 минуте Тельца. Значит, первая остановка урана происходит на фоне того, что половина планет ретроградны, то есть все социальные, все высшие планеты, две личные планеты, Меркурий и Венера еще ретроградны. Это говорит о том, что не один уран, во-первых, ретрограден, во-вторых, очень широкий спектр нашей жизни будет развернут как бы назад. Мы будем отъезжать в обратную сторону. В широком диапазоне жизненных ситуаций или обстоятельств будем вынуждены возвращаться как бы назад к каким-то прошлым ситуациям. И это будет происходить и на коллективном уровне, и на социальном уровне, и на личном плане. Когда такое большое количество планет ретроградно, это очень самый сложный период для начинаний, чего бы то ни было. Однозначно никаких начинаний в период такого массового ретроградности планет. Кроме того, все, что касается, допустим, коммуникации, построения взаимоотношений, каких-то оценок, мы не то слышим, мы не так оцениваем, нет такой объективности. Сложно вообще строить или налаживать какие-то коммуникации, взаимоотношения с руководителями, с чиновниками или с более взрослыми людьми, с авторитетными людьми. Сложно вообще соблюдать какие-то временные рамки, пытаться что-то планировать, устанавливать какие-то свои ориентиры или цели. И вот такое вот положение с массовым количеством ретроградных планет у нас будет практически до середины ноября месяца. Поэтому любые абсолютно новые начинания, конечно же, стоят вообще в принципе абсолютно новые начинания, мы говорим. То есть с нуля, что мы начинаем, лучше переносить на более поздний период. Значит, вторая стоянка урана будет 27 января 2024 года в 19 градусе 5 минут Тельца. Уран в Тельце, любой директный, ретроградный, неважно, он находится у нас с 2018 года. И пробудет еще в Тельце уран до 25-26 года. Он в 25 году первый раз выйдет в Близнецы, потом еще раз вернется в Телец, и потом в 26 он окончательно выйдет в Близнецы. Напоминаю, уран относится к высшим планетам. Его воздействие на нас, он действует на коллективном уровне. Для него единицей воздействия является масса людей, коллектив. То есть он, меняя большинство, он не меняет одного исключительно. У него воздействие тематическое идет, как у любого выше, на группу, на массу людей. И меняя всех, он меняет каждого из нас. Через кризис, как любая высшая планета, это всегда кризис, разной формы просто. И действует он независимо от нашей воли. То есть мы не можем его контролировать, мы не можем на него влиять, мы его не можем прокачивать. Модные слова. Забудьте это. Как любой выше. Значит, мы сейчас с вами говорим о транзитном уране, ретроградном. Поэтому он создает внешнюю потенциальную возможность, как любая транзитная планета. Что он с нами делает, будучи в директном положении? Уран, пока поговорим по этому поводу. Значит, во-первых, он всех нас массово выводит из зоны комфорта. Вот на протяжении с 18 по 26 год мы не будем ощущать себя комфортно. Он порождает непредвиденные, какие-то очень нестабильные, расшатывающие ситуации с нашими собственными ресурсами, с источниками дохода и расходов. В том числе и с нашим энергетическим балансом. Он не позволяет его стабильно держать. А энергетический баланс – это часть нашего здоровья. Он порождает какие-то неожиданные ситуации с деньгами, со здоровьем. Он не дает нам возможности накапливать ресурсы, ценности, сохранять все, что нам было привычно и устойчиво иметь. Он разрушает это. Но он не как Плутон действует. Он разрушает и тут же для того, чтобы создать что-то новое. Но в любом случае это встряска. Находясь в Тельце, он перетрусит, как землетрясение, все, что связано с взаимоотношениями, с союзами.
любой формы, то есть с партнерами по браку, по работе, где угодно. Все зависит от того, в какие дома попадает Уран. Трусит те взаимоотношения, которые были для нас выгодны, стабильны, устойчивы, привычны, приносили нам ресурсы, являлись источником нашего дохода, или наоборот. Трусить будет с 18 по 26 год, практически 8 лет. Трусит на коллективном уровне всех. Телец — это еще все, что связано с сельским хозяйством и с землей. Здесь как бы он, помимо того, что он тоже как бы будет встряску земли непосредственно осуществлять как в прямом, так и в переносном смысле. Он может быть и землетрясением, это может быть и те ракеты, которые падают и разбиваются о землю. Но также Уран — это как источник чего-то нового, эксперименты. Также, находясь в Тельце, Уран как бы заставляет нас апгрейдить, обновить новым взглядом, вселить, как бы дать новый глоток воздуха нашим источникам дохода, теме взаимоотношений, техническую какую-то подоплеку наших вот этих вот финансовых ситуаций с землей, связанные с сельским хозяйством, по-новому посмотреть. Толкает к такой, знаете, ну это своего рода такая вот материальная революция. Вот, финансовая революция. Меняя что-то на коллективном уровне, с землей, с финансами, то есть в целом, в глобальном плане, это будет сказываться на каждом из нас. Соответственно, и мы сами будем вносить какие-то новаторские подходы, идеи к тем же заработкам. То есть он толкает нас к этому. Телец — это вообще такой достаточно практичный знак и устойчивый. И Уран как бы в нем заставляет на эту практичность посмотреть под новым углом и как бы говорить: да, ты хозяйственник, но будь добр, пожалуйста, обнови что-нибудь из нанотехнологий, что-нибудь из техники, что-нибудь современное, добавь туда интернета, социальных сетей. И теперь вернемся к нашему ретро-Урану. Значит, он у нас будет ретроградным на протяжении 5 месяцев. Достаточно большой период времени. Все выше они до полугода петляют. Для чего нам нужно это время? Как его можно использовать, когда петляют ретро-Уран? Высшую планету, конечно, очень сложно использовать, как я сказала. Мы ими не управляем. Но в любом случае она порождает какие-то обстоятельства помимо нашей воли и будет толкать нас к переменам. Сам выше. Толкать к переменам через разного рода кризисы. У Урана это разрушение каких-то устоявшихся форм. Итак, ретро-Уран. Значит, это время такого нового взгляда, новаторского взгляда на какую-то прошлую возможность. Любая ретропланета — это откат назад. Каким-то прошлым обстоятельствам, которые имели место быть. И вот мы откатываемся к прошлой какой-то возможности, к прошлому проекту, к прошлым каким-то нашим интересам, чтобы найти новые, иные пути решения вот той вот проблемы, вселить вот в эту идею, дать ей новый глоток воздуха. И найти как бы пути решения проблемы совместно с кем-то или, может быть, самостоятельно. Что, возможно, потребует ресурсов или будет в дальнейшем источником наших доходов или наших сил. Значит, это время, когда мы можем возвращаться к решению нетрадиционным или современным каким-то способом, вопросам по здоровью, по темам, именно которые ранее были, по восстановлению энергобаланса. Оно как бы само нас будет к этому толкать. Могут просто внезапно возникать эти ситуации, но эти ситуации будут не новые. И это потенциальная возможность. Это не значит, что мы абсолютно все или там каждый именно с этим и столкнемся. И это будет затрагивать наши ресурсы, то есть полезет к нам в кошелек, например. Или, может быть, мы на этом будем зарабатывать, то есть вернувшись к какому-то старому проекту по теме здоровья, он, возможно, пересмотрев его по итогу выхода из ретро-петли Урана, мы будем зарабатывать на нем, например, через интернет или там через соцсети, перетрушивая и внеся уже нестабильность в нашу финансовую ситуацию с 2018 года. Ретро-Уран заставит откатиться назад нас к ситуациям или идеям, связанных в прошлом, с прошлыми источниками доходов. Мы тоже будем пытаться им дать новый глоток, потенциально имеем, возможность дать новый глоток и
под новым соусом посмотреть на эти источники дохода, вывести, например, их в социальные сети или раскручивать как-то по-новому. Период, когда мы возвращаемся к прошлым ситуациям, например, связанным со светом, с какими-то техническими устройствами. И опять-таки эти вопросы требуют как бы нового взгляда, обновленного. Ну, например, генераторы, прошлогодняя тема. Может быть, там что-то купили прошлой зимой, был ажиотаж, как-то не так. Вот на ретро-уране возвращаемся к этой теме, подходим более как-то комплексно по выходу и урана из петли. Возврат к каким-то групповым объединениям по интересам в социальных сетях, через которые, например, зарабатывали. И смотрим по-другому, под другим соусом смотрим на эту ситуацию. Возможно, из этого что-то действительно родится. Это время, когда мы, возвращаясь назад к каким-то ситуациям, можем синтезировать из каких-то старых идей что-то новое, уделяя как бы внимание каким-то мелочам. Любая ретро-планета, даже высшая планета, это сам как бы и период ретро. Это хорошее время для, хорошее относительное, конечно, понятие, для решения своих внутренних проблем. Любая ретропланета, она всегда направлена внутрь нас. Поэтому по ретро-урану это может быть период, когда мы решаем нашу внутреннюю, вернее, имеем потенциальную возможность решить внутренние наши вот эти зашлакованности, связанные с внутренней несвободой, с внутренними ограничениями, застоем каким-то. И как бы получить некий такой глоток воздуха на то, чтобы от этого освободиться. Желание освободиться внутреннее, вот разрушить какие-то зависимости будет достаточно такое активное на этой петле. И будут обостряться. Вот именно внутреннее желание освободиться от каких-то ограничений, условностей. Вот ощущение себя несвободным будет сильно внутренне ощущаться. Материальная, может, несвобода будет давить, и желание будет освободиться от этого. На что обратить внимание, может быть, при этом ретро-уране. Значит, желание перемен потенциально есть, оно будет обостряться. То есть остро будет стоять тема вот этой внутренней несвободы, там, от финансов, от внутренней какой-то нехватки энергии. Но сама ретро-планета, она не дает как бы получить свободу на самом деле, внешне, чтобы проявилась свобода. Она только готовит нас к тому, то есть настраивает, энергетически подготавливает к тому, что нужно разрушить вот эту вот внутреннюю несвободу. Но ретропланета сама дать свободу полную не может. И на что нужно еще обратить внимание? На то, что на любой ретропланете, и Уран не исключение, ничего нового не начинает. Тем более, как я сказала, в этом периоде половина планет ретроградных, никаких новых проектов, абсолютно новых, с нуля имеется в виду. В чем еще особенность данного ретро-урана? Значит, тема ретро-урана данного будет затрагивать очень сильно, может затрагивать потенциально тему взаимоотношений. Потому что он находится в Тельце под управлением Венеры. А Венера поменяет 3 знака, пока Уран будет идти в своей ретрофазе. Он поменяет Лев, Деву и Скорпион. То есть у нас будет потенциальная возможность освободиться или обновить, переменить зависимые какие-то отношения, финансовые, выгодно-невыгодные для нас отношения, которые сложились до этого ретро-урана. С кем? С детьми, с любимыми, на работе с подчиненными, со служивцами, во взаимодействии с по ежедневным каким-то ситуациям. Эти взаимоотношения будут как бы... Они же не зависят от нашей воли, вот эти перемены. Они как бы будут провоцироваться извне и могут резко меняться, обновляться, разрушаться. Будут возникать какие-то резкие ситуации, неожиданные ситуации, связанные опять-таки с прошлым. То есть хвост из прошлого идет, там, с банками, с налоговыми, со страховыми. Может быть, по условиям договоров чего-то приходится возвращаться. Вот этот ретро-уран, ретрофаза, он будет давать возможность потенциально одним разорвать, изменить, разрушить вот эти вот отношения, зависимые, выгодные, невыгодные. Другим, наоборот, может быть, завязать какие-то
завязать отношения, которые как бы ранее были, но получить от них какой-то позитивный момент, что ли. Либо если освободиться, либо если будет момент, что необходимо от них освобождаться, это освобождение будет не настолько как бы напряженным и не будет вызывать какого-то такого стресса, напряжения или кризиса. Кого затронет в большей степени вот эта вот фаза ретро-урана? Значит, затронет, ну, скажем так, более заметно, или у них потенциальная возможность увидеть влияние ретро-фазы на себе в большей степени, чем у всех остальных, будет у тех, у кого есть не что-нибудь, а личные планеты, светила. Светила — это Солнце и Луна, или, скажем, угловые дома, или их управители в натальной карте в 19 градусе 5 минут Тельца, ну или в диапазоне там градус плюс, градус минус, да, в 20 градусе, или в 24 градусе Тельца. Также во всех остальных знаках фиксированного креста. То есть в Скорпионе в таком же градусе, во Льве в таком же градусе, в Водолее в таком же градусе. То есть они имеют возможность ощутить более такую ощутимую встряску, более ощутимую нестабильность, какую-то ресурсную во взаимоотношениях. И это может быть более болезненно. Но для них как бы очень высока потенциальная возможность изменить, разорвать какие-то устоявшиеся союзы. Это союзы любого характера, с партнером по браку, там, с сотрудниками, обновить их, может быть, не разрывая, либо попытаться от них освободиться. Но это союзы, которые были, естественно, заключены или создались до вот этой ретро-фазы Урана. И вот этот ретро-Уран, он может дать возможность, как бы потенциальную возможность освободиться от вот этого бремени, от бремени ответственности там, или невыгодности, или зависимости, или несвободы в этих отношениях через кризис, но освободиться. То есть, ну, как бы конечный результат может быть разрыв. Это плюс, потому что разорвать отношения до конечного результата может позволить себе не каждый, даже через кризис. Могут также потенциально в большей степени ощутить на себе те, у кого опять-таки личные планеты, светила, это Луна или Солнце, управители угловых домов или сами угловые дома находятся в Деве и в Козероге. То есть формируют тринку Урана. У них будет потенциальная возможность немножко противоположного такого характера, ну почти. Как бы они наоборот могут завязать какие-то неожиданные, недолго живущие союзы. Вот. Влюбленность может возникнуть. Нужно сказать, что у предыдущих знаков тоже может возникнуть влюбленность, только она будет сопряжена с каким-то кризисом. Знаки, у которых вот трин формируется, то есть это Дева и Козерог, земные знаки, у них может потенциально возникнуть шанс, чтобы получить какую-то выгоду финансовую при возврате к каким-то прошлым проектам и их пересмотре. Возвращаясь, допустим, к каким-то ситуациям в социальных сетях, которые раньше имели место на ретро-уране, бац, и внезапно влюбились. Но долго длиться не будет. И если как бы у них возникнет желание тоже, вполне может возникнуть желание освободиться от тех союзов, которые их обременяют на уране и делают их несвободными, то и среда, как бы жизненные обстоятельства не будут сопротивляться тому, чтобы они разорвали эти отношения, то этот разрыв, он будет для них не трагичен абсолютно. Не такой кризисный, как в предыдущих знаках. Ну, и есть еще как бы знаки, те, которые формируют секстиль к Урану. Это раки и рыбы в тех же градусах, то есть это 20 и 23 градусы раков и рыб. У них тоже есть возможность воспользоваться какими-то предоставляющими такими неплохими возможностями по Урану при возвращении к прошлым ситуациям, к прошлым проектам, получить, может быть, какую-то положительный исход от этой ситуации, если они приложат к этому усилия. Значит, вторая стоянка Урана, которая будет в январе 2024 года, она будет протекать в соединении с средним северным узлом Марса. Получается что? Что в результате возврата и пересмотра к проектам, к которым мы откатились, по выходу из петли
Урана, у нас будет потенциальная возможность выбрать, действовать, исходя вот из этого пересмотра, из абсолютно новых каких-то пересмотренных ситуаций и оценок. Запустить это дело в работу, самостоятельность проявив, то есть отказавшись от каких-то взаимоотношений, запустить этот проект, допустим, самому. Или это может привести к каким-то, вот пересмотр может приводить еще к каким-то аварийным ситуациям. Аварийные ситуации могут быть связаны как с ресурсами финансовыми, то есть срочно понадобятся деньги, но это выбор будет наш, будет это или нет. Либо это аварийные ситуации, которые могут приводить к аварийным ситуациям со здоровьем. В момент уже второй стоянки Урана все планеты, за исключением Урана, будут директные. Поэтому продвигать то, что мы пересмотрели, более таким легким пониманием, с более объективным взаимоотношением, с адекватной ситуацией по времени и с планированием будет лучше. То есть уже по выходу из петли у нас адекватности в продвижении того, что мы пересмотрели, будет значительно больше, чем в момент первой стоянки, когда мы возвращаемся и откатываемся к предыдущим проектам. Нам очень сложно, там, допустим, на всем периоде ретро-урана соблюдать время, там, что-то планировать. Если что-то требует там учебы или развития, это как-то, это идет, понятно, мы полгода никуда не выкинем, но это идет немножко не так легко, как и шло бы, если бы все было в директном положении, все планеты. Надеюсь, мое видео было для вас полезным. Оставляйте свои комменты и подписывайтесь на мой телеграм-канал по ссылке под видео. До новых встреч на моем астроканале, где обещаю вам только звездные факты, которые помогут вам в жизни огибать неприятные ситуации и строить ваш жизненный ландшафт. На этом все.